Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое причастие, формы причастия, узнаем про склонение причастий, а также суффиксы причастий. Причастие – это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного «какой», «какая», «какое», «какие». Обладает свойствами глагола и прилагательного. Может иметь полную, например, нарисованный, и краткую, нарисовано, формы. Действительные и страдательные причастия имеют форму прошедшего настоящего времени. От разных глаголов может быть образовано разное количество форм причастий, от 1 до 4. Действительные причастия обозначают признаки предметов, которые сами производят действия. Например, ожидающий, бегущий, идущие, кричащий, летящий. Страдательные причастия обозначают признак предмета, который испытывает действие со стороны другого лица или предмета. Например, слушаемый кем-то, вылеченный кем-то, исполняемый оркестром. Полную форму имеют все причастия, например, такие как украшенный, нарисованный. Краткая форма есть только у страдательных причастий совершенного вида. Например, украшен, нарисован. Краткие формы причастий изменяются по родам и числам. Причастие изменяется по падежам, числам и родам, как и имя прилагательное. Начальная форма причастия – это именительный падеж, отвечает на вопрос «какой?» мужского рода. Например, «какой?» читающий, «какой?» гуляющий. Рассмотрим склонение причастий. Единственное число мужской род. В именительном падеже отвечает на вопрос «какой?», имеет окончание «и», «ый». Например, «какой?», упрощаемый, «какой?», найденный, «какой?», игравший. Мужской род, единственное число, родительный падеж, отвечает на вопрос «какого?», имеет окончание «ого-его». Например, какого? Упрощаемого, какого? Найденного, какого? Игравшего. Дательный падеж мужского рода единственного числа отвечает на вопрос «какому?» и имеет окончание «ому», «ему». Например, какому? Упрощаемому, какому? Найденному, какому? Игравшему. Винительный падеж мужского рода единственного числа отвечает на вопрос «какого, какой?» имеет окончание «и», «ый», «ого», «его». Например, какой? Упрощаемый, какого? Упрощаемого. Какой? Найденный, какого? Найденного. Какой? Игравший, какого? Игравшего. Творительный падеж мужского рода единственного числа отвечает на вопрос «каким?» имеет окончание «им», «им». Например, каким? Упрощаемым, каким? Найденным, каким? Игравшим. Предложный падеж мужского рода единственного числа отвечает на вопрос «о каком?» и имеет окончание «ом» или «ем». Например, «о каком?» об упрощаемом, «о каком?» о найденном, «о каком?» об игравшем. Единственное число женский род. Именительный падеж отвечает на вопрос «какая?» имеет окончание «ая». Например, «какая?» упрощаемая, «какая?» найденная, «какая?» игравшая. Женский род, родительный падеж, отвечает на вопрос «какой?» имеет окончание «ой» или «ей». Например, «какой?» упрощаемый, «какой?» найденный, «какой?» игравший. Дательный падеж женского рода отвечает на вопрос «какой?» и имеет окончание «ой» или «ей». Например, «какой?» упрощаемый, «какой?» найденный, «какой?» игравший. Винительный падеж женского рода отвечает на вопрос «какую?» и имеет окончание «ую». Например, «какую?» упрощаемую, «какую?» найденную, «какую?» игравшую. Творительный падеж женского рода отвечает на вопрос «какой?», имеет окончание «ой», «ей».
Например, какой упрощаемый, какой найденный, какой игравший. Предложный падеж женского рода отвечает на вопрос «о какой», имеет окончание «ой» или «ей». Например, «о какой», «об упрощаемый», «о какой», «о найденный», «о какой», «об игравший». Средний род, именительный падеж, отвечает на вопрос «какое», имеет окончание «ое», «ее». Например, какое упрощаемое, какое найденное, какое игравшее. Родительный падеж, средний род, отвечает на вопрос «какого», имеет окончание «огу-егу». Например, какого упрощаемого, какого найденного, какого игравшего. Дательный падеж среднего рода отвечает на вопрос «какому» и имеет окончание «ому-ему». Например, какому найденному, какому игравшему. Винительный падеж среднего рода отвечает на вопрос «какое» имеет окончание «ое», «ее». Например, какое упрощаемое, какое найденное, какое игравшее. Творительный падеж среднего рода отвечает на вопрос «каким», имеет окончание «им» или «им». Например, каким упрощаемым, каким найденным, каким игравшим. Предложный падеж среднего рода отвечает на вопрос «о каком», имеет окончание «ом», «ем». Например, «о каком», «об упрощаемом», «о каком», «о найденном», «о каком», «об игравшем». Рассмотрим множественное число. Именительный падеж отвечает на вопрос «какие», имеет окончание «ие», «ие». Например, какие упрощаемые, какие найденные, какие игравшие. Родительный падеж множественного числа отвечает на вопрос «каких», имеет окончание «их» или «их». Например, каких упрощаемых, каких найденных, каких игравших. Дательный падеж множественного числа отвечает на вопрос «каким», имеет окончание «им» или «им». Например, каким упрощаемым, каким найденным, каким игравшим. Винительный падеж множественного числа отвечает на вопрос «каких», имеет окончание «их» или «их», «и» или «ый». Например, каких упрощаемых, каких найденных, каких игравших. Творительный падеж множественного числа отвечает на вопрос «какими», имеет окончание «ими», «ими». Например, какими упрощаемыми, какими найденными, какими игравшими. Предложный падеж множественного числа отвечает на вопрос «о каких» и имеет окончание «их» или «их». Например, «о каких», «об упрощаемых», «о каких», «о найденных», «о каких», «об игравших». Рассмотрим суффиксы причастий. Рассмотрим суффиксы настоящего времени. Суффикс «уж», «ющ» пишется в действительных причастиях настоящего времени, образованных от глаголов первого спряжения. Например, колющий, пишущий. Суффикс «аш», «ящ» настоящее время действительного причастия пишется в действительных причастиях настоящего времени, образованных от глаголов второго спряжения. Например, клеящий, дрожащий. Суффикс «ом», «ем» настоящего времени страдательного причастия пишется в страдательных причастиях настоящего времени, образованных от глаголов первого спряжения. Например, увлекаемый, ведомый. Суффикс «им» пишется в страдательных причастиях настоящего времени, образованных от глаголов второго спряжения. Например, видимый, слышимый. Рассмотрим прошедшее время. Действительное причастие. Суффикс «вш» пишется в действительных причастиях прошедшего времени, образуется от глаголов неопределенной формы. Например, видевший, слышавший. Суффикс «ш» пишется в действительных причастиях прошедшего времени, образуется от глаголов неопределенной формы. Например, прошедший, выросший. Рассмотрим страдательные причастия прошедшего времени.
Суффикс «т» пишется в страдательных причастиях прошедшего времени, например, понятый, завернутый. Двойное «н» пишется в страдательных причастиях прошедшего времени, образованных путем добавления двойного «н» к суффиксам «а» или «я» глаголов неопределенной формы, например, услышанный, развеянный. Суффикс «ен-йон» пишется в страдательных причастиях прошедшего времени, образованных от глаголов неопределенной формы, путем замены суффиксов «еть-ить». Например, обиженный, подстреленный. Для закрепления знания рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо вставить пропущенные буквы и выделить суффиксы причастий. Такие слова, как строящийся, пенящийся, движущийся, скачущий, тащащий, независящий, независимый, волнуемый, уважаемый, осыпанный, увешанный, подвешенный, занавешенный, выслушанный, клеящий, терпящий, дышащий, купленный и так далее. Обязательно в комментариях напишите свои результаты, вопросы и пожелания. Спасибо за внимание и до новых встреч!